Для меня вообще-то 4 дня в стране это очень долго. Я обычно езжу по Европе и все время 2 дня здесь, 2 дня там. Это у меня такие гастроли, что все время сумасшедший график. Я вот вдруг проснулся один день и понял, что, господи, я сейчас объездил всю Европу, а в России почти не был. А здесь же у меня корни мои. Ну, я в Беларуси родился, так что я очень хочу славянскую культуру больше понять. Я хочу вникнуть в вашу страну, вашу культуру, вашу историю. Вообще, я считаю, что Москва — это вообще столица музыки европейской, потому что мама же воспитала меня классикой, ну, Чайковским, Рахманиновым, Шостаковичем. И я просто... Я сразу, когда я приехал сюда в эту неделю, я сразу почувствовал этот огромный масштаб, что все здесь просто громадно. Можно было подумать, что я уже привык к Европе, но все-таки сейчас я по-настоящему, вот когда вы в Москве, тогда я по-настоящему чувствую себя звездой, потому что здесь все так огромное, что... Да, сногсшибательно. И мой дядя здесь живет, и я его уже 1,5 года уже не видел. Я не покинул вас, что я, хотя я живу в Норвегии, гастролирую там в Германии, там во Франции, в Бельгии, что здесь все-таки это вот русский язык я учу. Не немецкий, а русский. Потому что мне очень-очень хочется... Вот сейчас, например, я чувствую себя по-прежнему еще иностранцем в России, но очень хочется, чтобы скоро уже чувствовал себя, типа, вашим. Главная причина, почему я здесь, это чтобы презентовать мой новый клип. You said you got my number from one of the dancers. You waited right outside. You had something on mind, but then I saw your eyes. You crazy eyes. Всегда же пробую новые жанры найти, экспериментировать с разной музыкой. У меня вот инструмент, я скрипач классический, но я хочу показать, у меня такая миссия в жизни, показать людям, что можно развивать свой талант очень даже разнообразно. У меня скрипка, но это не значит, что я только буду играть Моцарта. Вот, например, на Евровидении я был. Это тоже был эксперимент. Я подумал, ну, давай такую народную попсу сочиню и, может быть, выиграю, кто знает. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then. But then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. После этого я black metal сочинял, рэп-музыку. Сейчас подумал, что все, пора писать русскую песню. Может быть, в чуть-чуть таком провокационном жанре и с провокационным текстом, потому что это про девушку, которая преследует меня, уже преследовала меня 3 года. У меня много таких поклонников, которые звонят мне иногда и набрасываются на меня, целуют на улице. Это все это приятно. То, что в маленьких дозах в мире это все приятно, когда они там дарят мне подарки. Но когда вот эта вот женщина, когда она уже 60-70 раз звонит мне каждый день, так это уже как-то неудобно. И когда она каждый день 3 года так делает. Я понимаю, я пробую быть таким сильным парнем. Я знаю прекрасно, что я сам выбрал эту жизнь, и что
что много разных сторон есть в этой жизни, ну, в этой карьере, в этом бизнесе. Так что я не жалуюсь, но когда она начинает звонить маме и папе, когда она начинает портить жизнь моим друзьям, тогда мне как-то уже стыдно становится, потому что мои друзья, они не выбрали эту жизнь. Это я сам выбрал. Мне день и ночь звонишь и не даешь прохода. В тупик загнала нас без выхода и входа. Летишь через моря, чтобы достать меня. Я не могу понять, дай просто мне дышать. Поверь, когда кричу, что я не твой. Ты до смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня, достала меня. Прошу, уйди навсегда. Какой раз молю, остановись. Найди другую жертву, растворись. Ты так достала меня, достала меня. Прошу, уйди навсегда. Я подумал, я артист, и моя задача рассказывать моей публике все, что происходит в моей жизни. Она происходит в моей жизни каждый день. Так что я написал песню, сделал клип. Режиссер очень хороший, Александр Филатович. Я уже 3-й клип с ним делаю. Пригласил очень-очень красивую девушку из Украины, Яна Ободец, которая работает как модель, очень популярная модель в Японии, в Китае, чтобы она играла роль этой женщины из Израиля. И фанатам понравилось, что я новый жанр нашел с моей скрипкой. Ну, сейчас такая танцевальный трек получился. Драматическая и серьезная песня, плюс еще мне было чуть-чуть так полустыдно, когда мы снимали клип, потому что я думал, господи, Саша, есть же люди, которые по-настоящему больные, которым нужна помощь, так как этой женщине в Израиле, а ты делаешь вид, что ты сам сумасшедший. Но это, надеюсь, что люди поймут, что это больше как стиль арт, что это эстетику я делаю из этого. Так что я просто хотел показать такую экстремальную ситуацию, что она довела меня уже до сюда. Я не знаю, скромный, не скромный. У меня есть свои звездные болезни, это как у всех других. Я думаю, что я просто такой артист, который я в первую очередь музыкант, а потом уже знаменитость. Мне не нравятся эти красные дорожки, меня везде приглашают, я никогда туда не иду, потому что эта часть мне не интересна в этом бизнесе. Я хочу музыку писать и находить новую публику все время. У меня не форматная музыка, а больше интересно мне экспериментировать. И я знаю, что публика у меня очень разнообразная, им нравится каждый жанр, который я им даю. Но из-за этого, может быть, у меня такая приземленность, потому что я знаю, что я не стремлюсь на самых больших чартерах в Америку, там, в Китай. Мне это не важно. У меня такая большая публика сейчас уже, что мне просто хочется ее поддерживать. У меня 500 тысяч людей уже на моем Facebook-сайте. Так что их хочется радовать. Это не мой личный сайт, а фан-сайт. Я там пишу, но не так, что я общаюсь там с девушками. Да. Я просто... Раньше я использовал Facebook, чтобы общаться с девушками. Одна из причин, почему я не был в Москве последний год, потому что была девушка у меня уже, и последние месяцы она меня не давала уже сюда приезжать, потому что здесь слишком красиво. Но мы сейчас расстались, так что сейчас она отпустила меня в Москву. Открываю я глаза, привет. Крылья, стрелы, и я одет. Забираюсь выше, чем всегда, я над облаками. Раскрываю крылья и слегка, разукрасив небеса, картину вижу на земле. Уходит он, и больно ей, но в жизни роль моя — летать и стрелять, соединять сердца. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет.
каждой девушке нужен парень, который с ней может быть все время. Я считаю, особенно она такая была самая добрая девушка, самая красивая, и я ее очень просто уважаю, и я понял, что ей нужно получше парень, чем я. Я старался, конечно, каждый раз, когда у меня был концерт где-то, я старался всегда ее с собой брать, но ей это неинтересно было. В Скандинавии девушки очень такие индивидуальные, им не нравится бегать за парнем. Наоборот, им нравится, чтобы когда парень бегал за ней. А мне очень трудно было давать такие большие масштабные концерты для 15 тысяч людей. Например, в Сербии у меня был концерт, а она хотела, чтобы я все-таки поехал к ней, потому что у нее был там праздник с подругами. Я сказал, пожалуйста, Маша, поверь мне, что мне очень нужен этот концерт, там фанаты ждут. А она хотела, чтобы я к ней приехал. И, конечно, понятно. Нужно было такой большой выбор сделать. Или все-таки удержать концерты в Швеции. 3-4 концерта у меня в Швеции были. И не разочаровать фанатов. Или поехать в Опера Винфри в Америку. Там меня тоже приглашали. И все-таки нужно было отказаться от Опера Винфри, потому что мне всегда самое главное сдерживать договоры. Я никогда не хотел там еще больше, еще важнее стать. Я уже считаю, что у меня самая большая привилегия, что у меня так много фанатов здесь, в Европе, что я с удовольствием по миру езжу, меня приглашают в Китай там, и в Америку, но мне гораздо важнее моя публика, которая сейчас есть. Ну ладно, это одна история. Потом вторая история, что рекординговая компания очень такая строгая у меня была, и Филипп Киркоров хотел работать над моими концертами. Это было примерно год спустя после Евровидения, 2 года назад. И я сказал, да, с удовольствием, класс, я готов, только позвони, пожалуйста, компании моей, он же сам компания, так что ему не нужно было это, он же сам распоряжается своей карьерой, так что он говорит, зачем компания, давай сразу так договоримся. А я тогда думал, что мне уже вдолбили в голову, что не-не-не, нельзя ни с кем разговаривать, нужно все так что я упустил шанс гастролировать с ним в тот год. Я очень стремлюсь тоже, чтобы у меня так много было песен, чтобы когда люди на YouTube смотрят, так они видят, что, о, да, Саша он умел и это, и то. Хотя у меня уже сейчас много песен есть, но у меня же не родийные песни, у меня не такие форматные. Иногда появляются форматные песни, но обычно я пишу больше не в формате. Зато на YouTube у меня уже целый каталог, и этим я очень рад. There's no place like home, they say. You're my home, so hear me pray. I don't know you, but I need more time. Promise me you'll be mine. Birds are flying over Europe's skies. Tell me please, why can't I? Я сам пишу песни, я наоборот, мне еще важнее быть композитором, чем артистом. Может быть, даже Киркорову песню напишу, кто знает. Моя самая большая мечта — это стать знаменитым композитором. Вот все говорят, что, о, Саша, ты выиграл с улыбкой твоей, мы так рады за тебя. Я говорю, с какой улыбкой? Я так улыбаюсь, как все другие люди. А выиграл я не с улыбкой, а с песней. Написал я песню и выиграл с ней. И я очень надеюсь, что не только для себя я буду в будущем писать песни, но и для других артистов. Может быть, даже в Евровидении, кто знает. Потому что моя самая большая мечта — это стать композитором именно вот, чтобы можно было, когда я уже найду девушку, когда у меня будет жена, дети, так тогда я могу спокойно жить чуть-чуть подальше от города, чтобы
чтобы не нужно было ездить по Европе. Вот сейчас это большая привилегия. Обожаю ездить и сюда, и туда, и посещать вас. Это я очень рад этим. Но сейчас я холостой же, а когда уже жена будет, так тогда я считаю, что семейная жизнь — это самое-самое святое, что есть. Мне тоже иногда так в голове, что да, побольше девушек хотелось бы, но это... Я просто еще не решил, хочу я быть самым лучшим мужем или самым лучшим холостяком. Но все-таки мечтаю о семье. У меня была авторская компания в Скандинавии, и я написал контракт с компанией, звукозаписывающей компанией в Украине, очень хорошей компании, но без того, чтобы проверить, что у меня все правильно в бумагах. И так получилось, что без того, что я вообще ничего не знал, но так получилось, что автор, Александр Рыбак как автор, подал в суд Александра Рыбака, артиста. Очень странная ситуация. Но вообще, я очень часто напоминаю себя, что все-таки мой талант не быть бизнесменом, не быть холостяком, ничего такого. Мой талант — это музыка. Это все, что я умею. Все другое — это... Я стараюсь быть хорошим человеком, но музыка — это единственное, где я уверен, что вот это мой талант. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Отчего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего мне так светло? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего мне так светло? От того, что ты мне просто улыбнулась. Кумиры у меня Яша Хейфиц, Давид Ойстрах, как скрипачи. А кроме этого, Майкл Джексон, конечно. Он вообще там... У него таланты вообще были сногсшибательные. Я думаю, что нету ни одного артиста, который бы мог и танцевать, и петь. Сам песни пишет. И каждая песня сразу была таким мировым хитом без того, чтобы быть формат. В России могу опять сказать Киркоров, потому что он такой как раз разнообразный, все песни, которые люди ему дают, он всех их 100% делает. Стинг, Киркоров, Бочелли, Андреа Бочелли мне очень нравится. Потом вообще, если буду сейчас перечисливать, какие разные стили мне нравятся, например, мне нравится Blink-182 или Green Day. Eminem мне очень нравится. Я очень часто слушаю рэп. Для каждого настроения есть свой жанр, есть своя мелодия, есть свои песни. Так что я просто очень надеюсь, что люди, и в России тоже, чтобы они побольше были открыты к новым жанрам.
России у меня нет времени на то, чтобы встречать других звезд. Я бы с удовольствием подружил с кем-нибудь, но пока что я сейчас пробую только... В этот раз я приехал к вам. Я очень рад, что все меня приглашают и сюда, и туда. А уже в следующий раунд я уже больше продумаю, с кем я хочу работать, с кем я не хочу работать. Шел домой и стал смотреть YouTube-каналы сейчас уже. Я просто так уважаю ваш этот бизнес, что и вижу, что я совсем даже не знаю ни одного артиста здесь. Так что пора уже. Я слышу так много хороших песен на радио все время, не знаю, кто это поет. Все время спрашиваю моего менеджера: о, хорошая песня, кто это? Какой исполнитель? Русские вечеринки очень-очень хорошие, потому что там красивые девушки, можно полюбоваться. А вот просто сам просто все время напиваться, тусоваться, у меня нету времени и нету желания. В Баку, когда Евровидение был, там меня приглашали и на эту вечеринку, и на ту, и что. Так я приезжал туда и открывал вечеринку, пел, играл, и сразу уезжал домой и занимался на скрипке. Я знаю, что артистам вообще-то лучше не говорить, что мы сами себя слушаем, но когда я уже закончил в студию, уже записал песню, тогда я могу полдня слушать песню, ту же самую свою, чтобы уже наслаждаться, что да, Саша, у тебя была идея, и ты ее 100% сделал. Очень легко зазвездиться и так подумать, что о, все, мне нужно опять... То же самое ажиотаж, те же самые девушки, что орут, там, это мне не надо, потому что публика у меня и так сумасшедшая, где бы ни приезжал. И в прошлом году было, и в этом году было, и в следующем году это будет. Это просто у меня класс. А вот почувствовать этот инстинкт конкурсный, это я мог бы как композитор. Я бы с удовольствием участвовал в Евровидении еще раз, как композитор. Еще 20 раз. И не обязательно за Норвегию, можно за Россию. Приметы, во всяком случае, нематериальные. Люди пробовали мне всегда так давать или талисманы, такие все, я их сразу куда-то клал в другое место. А вот у меня есть традиции, что, например, перед концертом у меня, примерно час перед концертом, я на 10 минут совсем закрываюсь. Это вот реально 10 минут в день у меня такое, больше нету. Обычно я всегда общаюсь с кем бы, неважно какое настроение, всегда общаюсь со всеми, если нужно. А вот 10 минут, примерно час до концерта, я вообще ни с кем не разговариваю. Тогда у меня такой взгляд, что типа все понимают, все, Сашей не добиться до него. И могут продюсеры мне кричать в ухо и вообще бить по мне. Я вообще совсем такой закрытый, потому что я только думаю или о тексте каком-нибудь, или пальцы бегают, пробую помнить какую-нибудь фразу. И это вот... У меня такая традиция. Я с удовольствием на лыжах катаюсь, на сноуборде. Летом у меня была самые большие мои каникулы, самые длинные неделя. Наконец-то каникулы были, первые уже 2 года. И тогда я только занимался виндсерфингом. Но я бы не сказал, что это экстремально. Просто меня бесит, когда люди начинают там по скалам лазить, или в парашютах, или на сафари ехать без машины, ничего, там возле люди, которые типа у них такая миссия разговаривать со зверями, и вдруг там на YouTube есть как лев съел человека, который думал, что он такой природный человек, и вдруг семья осталась без отца. Так что я считаю, когда семья у человека, категорически глупо заниматься экстремальным спортом, потому что это просто очень эгоистично, я считаю. Экстрим должен быть в меру. Я понимаю, когда люди теряют свою семью, и начинают заниматься экстремальным спортом, потому что это все, что у них осталось в мире. Это я понимаю.
А когда есть спокойная жизнь у тебя, и ты вдруг решаешь, все, я на самую большую гору залезу, и без одежды, все это. Я не понимаю, чем люди думают тогда. А сам я иногда в баскетбол играю, в волейбол, хотя знаю, что это плохо для моих пальцев, потому что я знаю, что я не умру от этого.